Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных континентов. Это очень-очень приятно. Спасибо за ваши теплые слова, за комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими интересными ниточками и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть, узорчики универсальные, пробуйте, экспериментируйте из любой пряжи, не только из такой, из которой показываю я. Ну, а я в свою очередь рассказываю о ниточках, с которыми работаю сегодня. Итак, смотрите, называется Alize Baby Wool, и здесь еще дополнение, бамбо. Угу. Итак, смотрите, цвет розовый передается на камеру, как и есть, 185, видно, да? А вот такой вот синенький, он получается 128 цвет. Идем дальше. Смотрите, что это за ниточки. В 50 граммах здесь находится 175 метров по составу. Смотрите, 40% шерсть, 40% акрил и 20% бамбук. Очень мягенькие, нежные ниточки. И нам здесь советует производитель. Говорит, берите крючок от единички до троечки. Ну, в зависимости от вашего узорчика, от вашей плотности вязания. Я буду вязать сегодня данные ниточки крючком номер 3. Вот такая вот моя рабочая лошадка. Вот. Вы точно так же изучаете инструкцию к своей пряже, подбирайте крючок согласно плотности вашего вязания, а также какой вы хотите сделать узорчик более воздушным или более плотным. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Давайте я наберу 6 раппортов, чтобы получилось 30 воздушных петелек, а также 2 воздушные петельки дополнительно по бокам узорчика, чтобы узорчик красиво закончился. Итого я набираю 32 воздушные петельки, а вы набираете, сколько вам будет удобно. Все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я набираю 32 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, сделаем точно так же вспомогательный ряд, как во многих узорчиках, и будем делать его столбиками без накида. Итак, для начала воздушная петелька. Отсчитываем, получается, от петельки на крючке вторую петельку. 1, 2. Во вторую петельку вот так вот ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Оп, столбик без накида. В следующую петельку точно так же поочередно ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки вместе. В следующую петельку нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки вместе. И так далее. Шагаем полностью по всей цепочке, вот так вот по порядку, не пропуская ни одной петельки, и провязываем столбики без накида. Понятно, что столбиков должно получиться ровно столько, сколько вы набирали петелек. То есть в моем случае 32 петельки я набирала, значит получится 32 столбика без накида. Несложно, да? Все. И вот так вот шагаете аккуратненько с вашей скоростью до конца ряда. Договорились? В конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала ряд столбиками без накида, все ровненько, аккуратненько. И смотрите, последний столбик, вот видите он, я хочу его, смотрите, как распустить буквально на одну петельку, и на крючке остаются у меня 2 петельки, так, и присоединить новый цвет, новую ниточку. Вы можете присоединять, можете не присоединять, на ваше усмотрение, просто хочу показать, как меняем, вводим новый цвет. Итак, 2 последние петельки последнего столбика. Ну, неважно, да, например, любой другой узорчик, там столбик с накидом, с 2 накидами и так далее. То есть самое главное, 2 последние петельки провязываем новой ниточкой. Раз, аккуратненько, и все, видите, ряд закончился голубенькой, но в процессе вязания уже есть розовенькая. Здорово. Далее 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Далее, смотрите, 2 накида. И теперь мы шагаем вот во второй столбик, нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. У нас получился столбик с 2 накидами. Теперь будьте внимательны. Смотрите, делаем накид. Вот у нас, видите, так вот наискосок видно вот так вот петельки. 1, 2. Так, 1, 2. Мы работаем с этими петельками. Итак,
Возвращаемся к этому столбику, захватываем вот эти вот петельки наискосок, вытягиваем ниточку и держим на крючке. Накид. Спускаемся к следующим двум петелькам наискосок в этом же столбике. Смотрите, вот так вот захватываем. Угу. Вытянули ниточку, держим на крючке. Теперь шагаем в третий столбик. Вот так вот, таким образом. Раз. И вытянули ниточку. И теперь будем провязываться. То есть возвращаемся на начало, так скажем, наших петелек. Провязываем по 3 петельки. Раз, два, три. Есть. Опять берем ниточку, провязываем 3 петельки. Раз, два, три. Есть. И оставшиеся 2 петельки вместе. Вот такая картина должна получиться. Как бы два столбика такие, как срослись друг с дружкой. Далее будет немножко по-другому. Накид. Теперь смотрите. Вот мы провязали столбик. И вот видите, вот за столбик как бы вот так вот заходим. Вытягиваем ниточку. Раз. Накид. Опять за столбик вот эти петельки. Раз. Набираем петельки на крючок. И следующую петельку. Столбик. Раз. Вытягиваем ниточку. А теперь опять возвращаемся обратно. Точно так же по 3 петельки. Раз, два, три. Захватили ниточку. Опять. Раз, два, три. А теперь 2 петельки. Угу. Вот. У нас уже 3 столбика. Раз, два, три. Точно так же провязываем накид. Опять за столбик вот так вот. Оп. Захватили ниточку. Вытянули. Раз. Накид. Опять за столбик. Оп. 2. И к синенькому столбику. Оп. Вытянули ниточку. Возвращаемся по 3 петельки. Провязываем. Раз, два, три. Опять. Раз, два, три. Так. Ниточку затягиваем. Вот. Не хочет. И остались последние 2 петельки. Раз, два. Вот у нас уже 4 столбика. Раз, два, три, 4. Делаем 5. Накид. Точно так же. Вот за столбик завернули. Вытянули ниточку. Раз. Накид. Еще раз за столбик полностью. Да, завернули. 2. И в следующий столбик опять ныряем. Вытягиваем ниточку. Возвращаемся. Провязываем по 3 петельки. 3 петельки. 3 петельки. И оставшиеся 2 петельки. Вот. 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. Далее смотрите. 2 накида. Следующий столбик нырнули. Вытягиваем ниточку и провязываем, как обычный столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Дальше провязываем все то же самое. Накид. Смотрите, самый первый столбик. Как мы провязываем? Мы захватываем 2 петельки, которые наискосок. Так. Сейчас мы их захватим. Вытягиваем ниточку, держим на крючке. Накид. Следующие 2 петельки точно так же. Аккуратненько захватываем, вытягиваем ниточку, держим на крючке. И переключаемся на следующий столбик. Оп, это у нас уже будет второй столбик, да? Возвращаемся обратно точно так же. По 3 столбика, по 3 петельки. 3 петельки, 3 петельки и оставшиеся 2 петельки. А дальше то же самое. Накид, опять за столбик нырнули. Вытянули ниточку, держим на крючке. Накид. За столбик нырнули, вытянули ниточку, держим на крючке. И в следующий столбик ныряем, вытягиваем ниточку. И опять возвращаемся по 3 петельки. 3 петельки, 3 петельки и оставшиеся 2 петельки. Все. И вот так вот мы провязываем, видите, 3 столбика. Раз, два, три. Точно так же еще 2 столбика, да, чтобы по итогу получилось 5. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5 и так далее до конца ряда. Договорились? Если что, перематывайте чуть-чуть назад, повторяйте и будем провязывать вот такие вот наборчики из 5 столбиков. Давайте, я надеюсь, что у вас получится. Встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот наши квадратики готовы, да, по 5 столбиков, все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем наш ряд? В начале ряда мы набирали 4 воздушные петельки, а заканчиваем, смотрите, 2 накида. Вот наш последний столбик без накида, синенький, да, нырнули, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, столбик с 2 накидами. Все. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот. Ныряем в верхушку этого же столбика и провязываем столбик без накида. И идем
Дальше по всем верхушкам наших столбиков предыдущего ряда и провязываем столбики без накида. То есть ряд вообще не сложный. Каждый столбик столбиком без накида. И все, вообще ничего сложного. Итак, вы шагаете до конца ряда. Так? А в конце ряда я вас встречаю. Договорились? То есть вот такая картина у вас должна получаться по итогу. Все, несложно. До конца ряда, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики без накида, все ровненько, аккуратненько. И здесь получается, смотрите, провязываю последний столбик, вот, были, помните, 4 петельки подъема, в 4-ю петельку ныряю, вытягиваю ниточку розовенькую, но переключаюсь я, получается, на голубенькую. Вы можете переключаться, не переключаться, как хотите. Вы можете переключаться на 3-й цвет, то есть как вам угодно. Я вот беру первую свою ниточку голубенькую, сильно ее не тяну. И вот последние 2 петельки я провязываю синенькой ниточкой. Оп. Розовую могу подтянуть, да, чтобы зафиксировать ниточку. Голубую не тяну, иначе край вот так вот зажулькается, и будет некрасиво. Далее по узорчику у нас идут 4 петельки подъема. Вяжем. 1, 2, 3, 4. Поворот. Смотрите, 2 накида, то есть мы провязываем точно так же, как в самом первом ряду. Вот наш столбик следующий, нырнули в него и провязываем столбик с 2 накидами. И точно так же опять провязываем наш квадратик, состоящий из 5 столбиков. Накид, помните, да? Вот мы вначале захватываем 2 наши петельки. Оп. Вытягиваем ниточку, накид, следующие 2 петельки. Оп. Вытянули ниточку и в следующий столбик нырнули и точно так же вытянули ниточку. Теперь провязываем, возвращаемся обратно к началу, получается, наших петелек. По 3 петельки провязываем. 3 петельки, 3 петельки и 2 петельки. Поняли, да? То есть ваша задача провязать точно такой же квадратик из 5 столбиков. Потом точно так же вы делаете столбик с 2 накидами и опять точно так же провязываете вначале за 2 петельки. Так, а потом шагаете, да, вспоминаем, как вы шагаете. Накид и вот за столбик, да, вот он, видно четко. За столбик зашли, вытянули ниточку. И точно так же делайте за вторую половинку столбика, да. Накид, опять за столбик зашли, вытянули ниточку. И в следующий столбик точно так же вытянули ниточку. И возвращаемся по 3 петельки провязываем. 3, 3 и оставшиеся 2. Угу. Все. Провязывайте самостоятельно до конца ряда точно так же, тоже, как розовый ряд. А в конце ряда я вас еще раз встречу. Давайте. Так, смотрите. Вот наши очередные квадратики, прямоугольнички готовы, да? И заканчиваем мы ряд точно так же. Столбиком с 2 накидами. То есть ничего сложного. Следующий ряд. Воздушная петелька, поворот. И точно так же, как мы предыдущий ряд розовый провязывали, мы провязываем все наши столбики, которые мы сделали, столбиками без накида. Вообще ничего сложного, да? Все, давайте вот точно так же провязываем все полностью столбики столбиками без накида и встречаемся в конце ряда. Договорились? Не сложно? Не сложно. Давайте. Так, смотрите, наши столбики без накида готовы. Вот такая вот картина получается. И смотрите, как мы заканчиваем наш ряд. Вот у нас 4 петельки были подъема предыдущего ряда. В 4-ю петельку точно так же ныряем, вытягиваем ниточку. И опять я переключаюсь на розовую. Повторюсь, вы можете переключаться, можете нет. Можете брать уже другой цвет, да, на ваше усмотрение. Я вернусь к розовой ниточке. Опять же, смотрите, сильно не тяну. Край иначе зажулькается. Вот, смотрите, если я потянула вот так вот, да, видите? Вот, зажулькался неровно, некрасиво. Поэтому сильно ниточку розовую я не тяну. То есть буквально, чтобы она у меня так вот переключилась. И все. Угу. Итак, 2 последние петельки провязали. Голубенькую могу подтянуть, чтобы зафиксировать ниточку. Дальше по узорчику 4 опять петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. И опять я провязываю свои вот эти вот 5 столбиков. Понятно? То есть сам по себе узорчик представляет всего лишь только 2 ряда. Вначале вы провязываете вот такие вот интересные столбики, так? А потом обратно возвращаетесь, провязываете столбики без накида. Опять следующий ряд повторяете. Интересные вот такие вот столбики, скажем, сросшиеся вместе, да? И обратно возвращаетесь столбиками без накида. Сложного вообще ничего нет.
Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится, да? Но уже видно, что получится очень здорово и необычно, и оригинально. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. В моем случае получается вот такие вот интересные 5 полосочек. В вашем случае могут быть полосочки цветные, могут быть одноцветные, то есть на ваше усмотрение. Четко просматривается лицевая сторона, видите, такие вот столбики спиральками. Изнаночная сторона не такая интересная, но аккуратненькая, ровненькая, видите? То есть не стыдно показать. Красота, красота. В моем случае красота тянется вот так и тянется вот так. Если, например, я делала, так скажем, прямоугольнички вот такие из 5 столбиков, то вы можете делать их намного больше, а точно так же и намного меньше. То есть, например, у вас могут быть 3 столбика, да, и потом разделение опять 3 столбика, либо наоборот 10 столбиков, да, опять сделали разделение, а можете вообще общим полотном на ваше усмотрение. Берите ниточки не такие яркие, не такие детские, да, поспокойнее, и у вас будет совсем другое изделие, совсем другой образец. Пробуйте и из летних ниточек, топики, маечки. Пробуйте и из демисезонных шарфики, кофточки. Пробуйте и из зимних снудики, кардиганчики обязательно, да. И пока вязала, подумала, что интересный узорчик для сумочки, так, и интересный образец узорчика для ковриков. Вы представьте, вот эти вот рельефные столбики, очень какой будет массажный эффект, если вы свяжете из полиэфирного шнура. Как вам? Кто вязал что данным узорчиком, пишите в комментариях, будет интересно. Если не вязали, подбрасывайте идейки, что можно связать, да? Вот такая красота. Ну что, давайте замерим красоту. Я, получается, набирала 32 воздушные петельки. Ну вот, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. Так, то сколько у меня это получается? Вот, 17 сантиметров. Здорово, конечно, здорово. И тут получается, смотрите, один как бы, да, цвет, это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10. Ну и самый первый наборный, это 11. 11 рядочков. Это у нас, ну смотрите, 11 с хвостиком сантиметров, да? То есть получается как бы один ряд, 1 сантиметр. Ну, чисто вот так вот, если возьмем, да? Вот. Как вам? Угу. Мне кажется, что... Угу. Надеюсь, вам видео сегодняшнее понравилось. Не забывайте ставить лайки, а также подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много-много-много новинок. Обязательно нажимайте на колокольчик. Самый верхний должен быть темненький колокольчик. Вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Смотрите в свободное время. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.